Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить знаменитые сицилийские канноли с классической начинкой из рикотты. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. А начнем мы уже привычно с теста. Для этого нам понадобится 320-330 граммов муки, которую я предварительно просеяла. В муку добавляем 45 граммов охлажденного сливочного масла, которое для удобства предварительно желательно нарезать небольшим кубиком. Перетираем муку с маслом до тех пор, пока кусочки масла не перестанут чувствоваться, а мука на ощупь не станет слегка влажноватой. Затем делаем в муке углубление и берем 2 яйца. Одно яйцо разбиваем в сделанное в муке углубление целиком, а второе яйцо разделяем на желток и белок. Желток также отправляем в миску с мукой, а белок пока отставляем в сторону, он нам понадобится позже. Теперь берем 30-35 граммов сахара, это примерно 2 столовые ложки, и всыпаем его в миску с мукой и яйцами. Сюда же добавляем четверть чайной ложки соли, 1 чайную ложку без горки корицы и половину чайной ложки без горки ванилина. Аккуратно перемешиваем яйцо со специями в углубление из муки. Затем вливаем сюда же 100 мл итальянского вина Марсала, а также 10 мл винного уксуса. И замешиваем тесто. Сначала с помощью вилки или лопатки, а затем и руками. Долго вымешивать тесто не нужно. Как только вся мука соберется в гладкий комок, а само тесто перестанет липнуть к рукам, можно останавливаться. Тесто должно получиться примерно вот таким, очень мягким и бархатистым на ощупь. И при этом, как я уже говорила, оно не должно липнуть к рукам. Заворачиваем тесто в пленку и отправляем его в холодильник как минимум на 2-3 часа, а если есть время, то можно и на ночь. Сразу же после приготовления теста устанавливаем на миску сито и выстилаем его марлей, сложенной в несколько слоев. Теперь берем 500 граммов рикотты, которую в крайнем случае можно заменить обычным перетертым творогом. Выкладываем рикотту в сито с марлей. Затем накрываем сито с сыром пленкой или крышкой и оставляем как минимум на 2-3 часа, чтобы с сыра стекла лишняя жидкость. Если этого не сделать, то начинка в канноле может получиться немного жидковатой. Настойчиво рекомендую отвешивать сыр, даже если вам кажется, что лишней жидкости в нем нет. Например, моя рикотта оказалась достаточно плотной, но, как вы видите, жидкости из нее выделилось немало. Выделившуюся жидкость выливаем, она нам не нужна, а сам сыр выкладываем в миску. В рикотту добавляем 100 граммов сахарной пудры, цедру 1 апельсина и немного ванилина, буквально на кончике чайной ложки. А теперь просто тщательно все перемешиваем до однородности. По желанию в начинку можно добавить апельсиновые цукаты или шоколадную крошку, а также немного корицы или любого другого ароматизатора, например, розовой воды. Миску с начинкой затягиваем пленкой или накрываем крышкой и убираем в холодильник как минимум на 1 час. За это время мы как раз успеем приготовить трубочки. Поэтому припыляем мукой рабочую поверхность и достаем из холодильника наше тесто, которое уже хорошо охладилось и, как вы можете заметить, стало более плотным. Для удобства я делю тесто на 2 части. Ту часть, которой сейчас работать не буду, убираю обратно в холодильник. Оставшуюся часть слегка обминаю и раскатываю в тонкий пласт. Толщина теста должна быть в пределах 1-2 мм. Теперь нам понадобится вырубка для теста. У меня это кольцо диаметром 10 см, но также подойдет обычная пиалка или чашка подходящего размера. Вырезаем с помощью кольца круглые заготовки. И берем металлические формочки для канноли, у меня диаметром 2,5 см. Или другие подходящие по форме и размеру термостойкие приспособления. Например, можно скатать из фольги плотные колбаски и использовать их в качестве форм для канноли. Поближе к заготовкам теста переносим яичный белок, который мы ранее отставляли в сторону, и начинаем формировать заготовки трубочек. Берем кружок из теста и оборачиваем его вокруг формочки. Один конец теста смазываем белком,
и внахлёст накрываем его другим концом теста, то есть делаем вот такие заготовки. Теперь ставим на огонь глубокую сковороду или сотейник и наливаем в нее растительное масло без запаха. В идеале, если масла будет столько, чтобы каноли в него полностью погрузились, но можно налить и до половины трубочек. Нагреваем масло до температуры 160-170 градусов или до тех пор, пока масло не начнет активно пузыриться вокруг кусочка теста. Теперь берем наши заготовки из теста и аккуратно опускаем их в разогретое масло. И просто обжариваем до золотистого цвета. Сначала с одной стороны, а затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Обжаренные и уже золотистые заготовки достаем из масла и выкладываем на бумажное полотенце. Аккуратно, чтобы не обжечься, извлекаем металлические формочки. Как правило, с этим проблем не возникает, но если вы чувствуете, что металлическая формочка приклеилась, то просто слегка ее проверните, а потом извлеките. По такому же принципу готовим трубочки из всего теста, а затем оставляем их до полного остывания. Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается 28-30 вот таких вот трубочек с аппетитными пупырышками и красивого золотистого цвета, который был бы еще и равномерным, если бы трубочки готовились в большом количестве масла. Но даже с такой неравномерной золотистостью трубочки получаются очень вкусными, воздушными и мега хрустящими. Когда трубочки остынут, их можно начинять. Для удобства я переложила начинку в кондитерский мешок, но наполнять трубочки можно и с помощью, например, ложки. Наполняем трубочки начинкой сначала с одной стороны, а затем и с другой, следя, чтобы центральная часть трубочки также наполнилась начинкой. По желанию открытую с двух сторон начинку можно обсыпать измельченными орехами, или шоколадной крошкой, или кокосовой стружкой, или вафельной крошкой. А можно поступить так, как это делают итальянцы, и украсить открытые участки начинки апельсиновыми цукатами. Кстати, из указанного в рецепте количества ингредиентов получается начинка, которой хватает для наполнения 10-11 трубочек. Учитывайте это, пожалуйста. Сразу все каноли можно не начинять, поскольку сами трубочки отлично хранятся на протяжении нескольких дней в сухом и прохладном месте. А начинять их можно постепенно, несколько дней подряд, радуя родных и близких очень вкусным и ароматным десертом. Отмечу, что каноли по этому рецепту получаются очень нежными и умеренно сладкими. Но увеличивать количество сахара в тесте и начинке не рекомендую. Для сладкоежек готовые каноли можно присыпать сверху сахарной пудрой прямо перед подачей. Получится не только сладко, но и красиво. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!